Всем привет! Сегодня опять будем плавить пластик. Да, сразу извините за то, что я чуть-чуть запоздал с видео, потому что я занимался вот этой вот игрушкой. Решил сделать себе компрессор. И, короче, ну он еще не доделанный. Как сделаю? А может, в комментариях напишите, вдруг интересная тема. Потому что на ютубе много роликов. Тут, в общем-то, додумывать нечего. Единственное, что я так анонс проведу, у меня будет кое-какая фишечка в нем с выхода компрессора, и на выход, на вход в ресивер будет стоять влагоотделитель. А какой влагоотделитель, я вам покажу. С охлаждением. Хочу сделать по-путевому. Не с простого огнетушителя, как делают, а по-путевому. Так, все, отвлеклись. Это одно из следующих видео. Потом. Так, короче. Делаем экструдер, так называемый. Опять же я буду делать с утюга. То есть, можно сказать, идея такая же самая, как было в прошлом видео. Просто я его решил немного облагородить. Труба с флянцем. 3 отверстия крепежных. Трубу я подобрал по диаметру ижевского поршня. Ижевский поршень. Он покоцанный там уже. Короче, пилил его уже там и обломанный. Но главное, что он более-менее по диаметру. Без колец. Чуть-чуть торцанул здесь, чтобы как можно меньше пластика оставалось в конце на подошве. Опять же принцип насоса. То есть входит и выходит. Все. Короче, все работает. Так. Сюда прикручивается на 3 отверстия. Это подошва. Будет вот так вот. Штуцер я вкрутил так, чтобы он был за подлицо. То есть, когда поршень упрется в подошву, чтобы не касался штуцера. Чтобы как можно меньше пластика оставалось в конце. И здесь этот штуцер с гайкой. Планы на эту гайку тоже большие. Сейчас, когда будем испытывать, я буду испытывать его первый раз при вас. Я буду без него, попробую так. Еще план у меня был сюда вставлять разные шайбы с разным диаметром отверстия. 50 копеек не влазит, а 10 я не нашел пока. Может быть, когда-то сделаю. Может быть, будет эта тема для отдельного ролика. То есть в монетах просверливать разным диаметром отверстия. И опять же выдавливать отсюда леску, или как можно еще назвать, нить. Вот. Так, крепиться он будет вот на этой планке. Вот на эту планку, она у меня с регулировкой, то есть правее и левее можно будет отодвигать. А емкость будет стоять, форма, на вот этой подставке. Она у меня прикрутится, тоже будет с подогревом. То есть вот это как раз со старого экструдера моего. Подошва, она еще рабочая, все нормально. Это будет у меня регулироваться, я, наверное, уже сказал. То есть как по высоте. Поставил форму, подвел поближе. Или может длинная форма будет, поэтому ниже придется ставить. Вот. Короче, будет вот так вот. Это все. Сюда ставится форма, сюда ставится экструдер. Ну а теперь я все соберу. Испытаю, наверное, а потом покажу вам, как он будет работать. Забыл сказать про электрическую часть. И там, на обоих подошвах у меня стоят терморегуляторы с электроплитки. Они отлично работают. И чем они отличаются? Тем, что им не обязательно касаться нагреваемой поверхности. Как со мной спорил один из зрителей. Он на плитке стоит совсем отдельно, он работает, все нормально. И поэтому его можно выносить куда хочешь, этот регулятор. И он отлично работает. Ну вот, короче, я его собрал полностью. И сейчас мы будем его испытывать. А испытывать я буду его вот на этих вот остатках с прошлого видео. Это лом детских игрушек. Попробуем опять сделать разноцветный пластик, что получится. Вот оно пошло, первое самое тесто. Первый блин. Пока идет разноцветное. Надо будет еще гадать с температурой обязательно.
Пока идет как карамелька. Ну-ка там растекаться будет. Ага, нормально. Растекается. Короче, там не должно дать теперь ему остывать сильно. Пластик должен там быть горячим. Но эту форму я взял так наобум сейчас, большую сильно. А потом, если меньшего диаметра, она будет прогретая. Лучше, конечно. И заполняться быстрее. В общем, вам решать, удачно, неудачно. Получается вот такая штука. Дело идет, хотя и дым идет. Значит, температура большая. Но так как у меня еще тут ничего тут не заизолировано, я пока сюда в регулятор лезть руками не буду на включенном. Как все заизолирую, тогда можно будет играться с температурой. Просто мне надо будет засечь. Я делал эту штуку только ради того, чтобы быстрее плавить, чем в духовке. Надо будет засечь, за сколько я сплавлю определенное количество пластика в духовке и сколько здесь. Что будет быстрее, то и сделаю. Оставлю. И в итоге вот такой вот эксперимент. Итог. Загорелся нахрен пластик, сплавился нахрен утюг. Если вы видите, вот оно, вон он, алюминий. Короче, еще раз я убедился, что лучше духовки пока ничего нет. Так что все, вот на такой вот ноте, возможно, я заканчиваю серию этих экспериментов. Если в духовке что-то получится действительно стоящее, я вам покажу. А с утюгами я бросаю время терять. Все. Всем удачи. Если интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь моим видео. Смотрите, оно плавится и течет. Но это уже херня. Это уже не пластик, это говно. Так, ну все, короче. Всем пока. Сильно не ругайтесь.